Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И я Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня я с вами для того, чтобы поздравить вас с новолунием, которое только что произошло. Новолуние в Деве. Многие сейчас говорят о том, что нужно какие-то делать осознанные действия, ритуалы некоторые делают на новолуние, и денежные в том числе. Я всегда живу интуитивно, слушаю только свое сердце, чего я вам желаю. И сегодня я проснулась с желанием выйти в эфир, чтобы высшие силы сами дали нам подсказку, что же нам действительно стоит сейчас делать. Согласитесь, это единственный совет, которого стоит слушать, а в остальном слушайте только свое сердце. И мой любимый расклад на 4 туза. Я его люблю, потому что тузы – это номер 1 в колоде. Новое начало, да? Что я вам могу порекомендовать? Вы можете, вот видите, туз пентаклей уже попался нам. Вы можете сейчас взять подсказку высших сил на тему того, какие шаги вас сейчас приведут к успеху в той сфере, в которой вам действительно эта подсказка нужна. Но вы можете взять несколько сфер в своей жизни, до 4. 4 туза, вы можете взять 4 сферы на свой выбор. Вот туз чаш. Не думайте, в принципе, о том, какие сферы. Вот интуитивно подсказки, просто берите интуитивно. У вас есть сейчас важные вопросы наверняка в жизни. Почему шаги, конкретные шаги, я вот выбрала такой подсказку высших сил, рекомендацию сделать какой-то шаг. Потому что, знаете, писать планы, делать какие-то медитации, допустим, да, это все хорошо, это все правильно. Но, вы знаете, без конкретных действий все-таки, да, совершенно ничего не сдвинется с места. До действий часто люди не доходят, поэтому, собственно говоря, я бы хотела, чтобы вы не сомневались в том, что вы все делаете правильно. Понимаете, да? То есть вот это самое важное. Итак, давайте же приступим. Сегодня утро. Такое замечательное, хорошее, солнечное, немножко бликует стол, но наберемся же терпения, нам хочется все-таки узнать подсказку высших сил. Итак, если вы готовы, вы можете просто загадать 1, 2, 3, 4, первая, вторая, третья, четвертая позиция. Хорошо? И мы с вами посмотрим, какой же самый верный шаг для вас сейчас. И я, как всегда, перемешиваю тузы. Сейчас вы видите, как я это делаю. Неспешно, спокойно, в расслабленном состоянии. Вообще, я вам хочу сказать, самая важная вещь – это доверять. Многие не доверяют гаданиям, предсказаниям на арканах Таро. Кто-то не верит в астрологию, кто-то не верит в нумерологию, кто-то в Бога не верит, неважно во что. Кто-то наоборот верит, да? Здесь я вам хочу сказать, очень важно соблюсти баланс между необходимым и достаточным. Это самый важный момент. То есть брать подсказки Вселенной по необходимости, трезво оценивать свои возможности
и будет вам счастье. Потому что, знаете, фанатизм никому еще никогда не создал каких-то благ. Я таких людей не видела. Маятниковое мышление, когда мы все отрицаем, либо совершенно во все, да, с головой бросаемся, это тоже не вариант. Я пытаюсь найти фокус, как вы видите, чтобы все поместилось, но как-то у меня. Во что действительно стоит верить и чему действительно стоит доверять, так это тому, что если вам действительно необходима помощь, подсказка, вы имеете на нее право. И поэтому вы имеете право ее получить из того источника, из которого вам сейчас доступно и удобно ее получить. И это совершенно не важно через что. То ли вы в газете какое-то, да, слово прочтете, важное для себя, рекомендацию, то ли вам что-то соседка, между прочим, скажет, как вы получите подсказку, которая вам сейчас абсолютно необходима, как воздух. Итак, я думаю, вы настроились, все распределили, и давайте начнем с позиции номер 1. Это туз жезлов. Ну что ж, позиция номер 1. Вы идете просто на прорыв. У вас действительно большие амбиции. Уж не знаю, что вы там загадали, но это действительно кардинальные перемены. Вы к ним готовы. Это сразу я вам хочу сказать по тузу жезлов. Вы совершенно к этому созрели. Они для вас естественные. Это ваш эволюционный виток, новый эволюционный виток. Поэтому я вас поздравляю, вы можете получить сейчас подсказку высших сил на любую загаданную тему по первой позиции. Итак, вот новолуние. Луна растет, энергия прибывает, и это значит, что у нас появляется желание, да, желание что-то сделать. Давайте возьмем подсказку, какой шаг в этой области вами загаданный сейчас будет самый правильный, реальный, конкретный шаг. Ну что ж, старший аркан колесница, королева пентаклей на обороте. Здесь даже ничего не скажешь, даже не хочется, но по колеснице полный вперед. Вообще-то, честно говоря, первая позиция, дорогие мои, вы, наверное, меня обманываете. Вы абсолютно точно знаете, чего вы хотите и по королеве пентаклей, и по колесничему, и вы уже вообще несетесь в полный вперед. Я же вижу, здесь люди абсолютно готовы, но просто не тормозите. Слушайте, что вы там первая позиция себе намечтали? Давайте немножко развернем. Но у меня вот такое ощущение, что вы полностью знаете сами, что вы делаете. Давайте посмотрим первая позиция. Чем вам заниматься здесь необходимо в первую очередь? Так, возьму еще подсказку на одной колоде. Уже прямо все выпадает, все летит. Первая позиция. Вы уже несетесь вперед на полных парах.
Да, тут нечего сказать. Тут такие люди собрались по первой позиции. Ох, застоялись вы, мои дорогие, застоялись. Вам хочется просто... В общем, ни в чем себе сейчас не отказывайте. Вы долго ждали этого момента. Если вдруг кто-то по первой позиции и сейчас сомневается, потому что я здесь вижу вот такую вот перевернутую шестерку чаш, да, но вы знаете, что вам сказать? Принимайте. Вот я бы сказала, принимайте. Принимайте сейчас подарки судьбы. Единственное, что вот здесь могут быть такие предложения. Вы знаете, если здесь какие-то бизнес-стратегии, на вашем азарте, на вашем порыве, на вашем неуемном, да, желании здесь могут сыграть, двигаться сейчас во весь опор к своей цели. Эти предложения могут ввести вас в какое-то заблуждение, в какую-то зависимость. Вы можете немножко по колесничему не рассчитать свои силы. Вот здесь вот я бы сказала так. Реализуются самые смелые ваши планы. Все, о чем вы мечтали. Вы сейчас постепенно начинаете их реализовывать. Но все-таки совет высших сил не принимать таких скользких предложений. Скользких предложений не принимать. Да. И здесь у вас все будет хорошо, вам нужно успеть еще получить удовольствие от процесса. Вы так нацелены на результат, ну, потому что вы застоялись. То есть я вижу, что у вас закончился сдерживающий какой-то период, когда у вас что-то не шло, долго не шло. Вы прилагали большие усилия, но сейчас, видите, у вас вирт, новая полоса в вашей жизни и дагас, расцвет. То есть войдите в состояние полного доверия пространству, даже, ну, я бы не сказала, что без ваших усилий, но, скажем, вы так уже вложились сейчас, вы так уже, знаете, вот толкнули эту колесницу, вы ее так разогнали, что, в принципе, вот этой инерции уже хватает, чтобы ваши мечты сбылись. Поэтому давайте я вот еще спрошу, давайте вот так, что не стоит делать? Чтобы, может быть, противно, потому что здесь дороги открыты. Единственное, что скользкие предложения вот эти меня смущают. А так все хорошо. Но все-таки тормозить не стоит. Райда перевернутая. Нет, вам не стоит тормозить. Так, первая позиция. Ну да. Жить прошлым, вспоминать. Да, то есть, смотрите, депрессировать, вспоминать о ваших неудачах. Тут вы долго боролись, шли к своему успеху. В общем, смотрите, у вас все дороги открыты. Поэтому новолунию начинайте, просто делайте все, что вы запланировали. Не знаю, что каждый из вас знает, ваша душа знает. И вы полностью готовы, и вы проработаны, вы знаете, чего вы хотите. В общем, вы молодцы, первая позиция, я вас поздравляю. Вы молодцы, вы умницы. Я сейчас еще брошу ссылочку своим друзьям. Так, потому что я забыла поделиться со своими друзьями, что я выхожу в прямой эфир. Может быть, кто-то присоединится. Всегда приятно видеть близких
моих дорогих друзей. У меня группа Viber и на Facebook у меня тоже моя группа. Вообще на моем канале мало достаточно подписчиков, но все они такие у меня родные, мы настолько близко друг друга знаем, со многими уже путешествовали. Я благодарю, конечно, всех моих друзей за доверие. Присоединяйтесь, подписывайтесь, потому что у меня канал практически исследовательский. Вот. И я с удовольствием просто... Я рада близким по духу людям. Я призываю вас поставить сейчас, пока была пауза, лайк, поставить... нажать на колокольчик, подписаться на канал, для того, чтобы мы дружили. Потому что дружить с ютубером, да, это подписаться на его канал обозначает. Так, ну что ж, позиция номер 2. Так, давайте посмотрим. Туз чаш, позиция номер 2. Ну, может быть, кто-то загадывал любовь, отношения, семейные какие-то обстоятельства, здоровье проходит по тузу чаш. Если нет, то это просто очень любимое ваше дело, хобби, работа, которая приносит вам радость. Любое дело, которое идет от души. Рекомендация высших сил для вас, двоечки. Первый шаг, который сейчас, после новолуния, приведет вас к победе. Я вам хочу сказать, что эти действия, если они осознанные, они запускают очень длительные сценарии. Чаши. А чаши у нас, как всегда, мечта. Да, чаши, вот вы как раз действовать не готовы. Вам вообще нужно хорошенечко еще подумать, на самом деле, то ли вы затеяли, в том ли месте вы находитесь. Здесь действий я пока никаких не вижу. Что нам подскажут руны? Первый шаг, который нужно сделать в второй позиции. Противоположная такая энергетика. Ну да, пока что рада перевернута. Новая судьба пока у вас не выстраивается. Так, ну что ж, будем разбираться. Давайте тогда такой вопрос. Меня уже как ведут, так ведут. Вопрос такой, что же вам нужно осознать? Потому что здесь по повешенному, перевернутому, вы находитесь в стадии каких-то, ну, духовного роста, трансформации. Вообще, наверное, знаете как вторая позиция, скорее всего? Чуть-чуть надо просто подождать, но не потому, что пути там закрыты или вы идете неправильной дорогой. Вот здесь такой момент, что когда человек находится в трансформации, вот в таком состоянии еще пока просто не в состоянии выстроиться жизненный сценарий, вы меняетесь, и что вам будет нужно, необходимо спустя какое-то время, то есть, возможно, вы сами откажетесь. Вы пока выбираете. Вам и надо выбирать. Вам и надо думать. Вам пока не нужно напирать, делать какие-то, прикладывать конкретные усилия. То есть вам советуют, пусть судьба развернет свой сценарий, да? Давайте я дам подсказку, что вам нужно осознать. Вторая позиция. Так, что вы тут у меня подзависли, а? О, ну да, вы вовсю в трансформации. Что вам нужно осознать? Ну, вообще, просто выбрать свою стратегию. Слушайте, вам ничто тут не мешает, вы уже вот входите в нулевую зону, да, по аркану дурак. Маг перевернутый, то есть у вас просто смена парадигм сейчас происходит, то, во что вы верили
то, к чему стремились сейчас, это уже не работает. Эти правила не работают. Но ничего страшного. Вы можете другие, новые правила для своей, так сказать, вселенной. Вы законодатель, вы хозяин своей жизни. Вы можете наметить себе новые перспективы. Если что-то вас уже не греет, вы сомневаетесь, тут много сомнений. Вам нужно осознать, что только от вас зависит ваш выбор. То есть тут нет запрета, вы можете двигаться вот сейчас, вы свободны, понимаете? Вы свободны, не надо бояться выбирать. Что нужно осознать? Ну да, что вы хозяин. Вот, вы хозяин своей судьбы. Вот видите, и руны подсказку ту же самую дают. Осознанность ваша сейчас растет. То есть, видимо, вы по чашам раньше не брали такую большую ответственность на себя. Но не в той степени все-таки были готовы. Сейчас вы повзрослели, чаши мои дорогие. Вторая позиция. Вы растете, вы взрослеете. Я вас поздравляю с этим. Давайте рекомендацию все-таки для вас еще возьмем. Не хочется вас оставлять, хочется вас поддержать. Смотрите, у вас просто-напросто сейчас такая ситуация, когда вам не стоит слишком суетиться. Не торопитесь. То есть дайте себе абсолютно время прожить все эмоции, которые связаны с этим переходным периодом. Сейчас абсолютно все развернется, произойдет в лучшем виде. У вас абсолютно все выстраивается так, как надо. Вот, поэтому я не вижу никаких причин для беспокойства. Вы молодцы, у вас все хорошо. Вот, поздравляю вас. Видите, на солнышке закончили, все у вас чудесно. Дорогие мои друзья, я с вами прощаюсь, и вторую часть этого видео я сниму чуть позже. Для троечек и четверочек ожидайте следующий эфир. Благодарю вас за внимание. С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Пока-пока.